Все, друзья, последняя сделка в этом месяце, последние доходы от нашего бизнеса. И все. Подсчитываем деньги и пора брать отпуск. Сколько можно работать. Бизнес доходный, заработали кучу денег. И вот теперь последний транш. Так, уже евро 75. Смотрите, бабки растут на глазах вообще. 2 евро. Все, кончились. Вот мой чек, друзья, на 2 евро. Бабла заработал, можно ехать на море. Ну что, мы сидим в поезде. Начало путешествия положено. Чемодан под ногами. Поезд отправился. Едем в сторону Штутгарта. А дальше посмотрим. Рядом с вокзалом есть магазин ДМ. Мы решили зайти для того, чтобы распечатать наши посадочные талоны. Сейчас я подключил свой смартфон. Вот здесь мы сканируем наш QR-код. Вот видите наш заказ. Все, смотрите, наши посадочные талоны мы распечатали. Мы уже зарегистрировались онлайн в аэропорту. Талоны есть, теперь едем в аэропорт, садимся на самолет и вуаля! Сразу вам не скажем, куда мы летим, это будет небольшой сюрприз, но в этом видео вы узнаете. Не забудь чемодан наш. Спускаемся в метро. Наш поезд У6. Прямой поезд до аэропорта. Едем по Deutschland Ticket. Он универсальный, он на все виды транспорта. Кроме самолета. Жаль, да? Было бы классно по Deutschland Ticket улететь еще на самолете. Наш поезд У6 на Флюгхафен, то есть на аэропорт. Садимся и едем. Смотри, мне кажется, это уже терминал, нет? Да, похоже. Ну что, приехали мы в аэропорт. Пока это вот просто конечная станция метро. Ну и где-то здесь аэропорт. О, я вижу, идут стюардессы. Вдалеке уже здание аэропорта. Стюардессы красиво одеты. Здесь всюду значки есть с самолетиком, то есть мы движемся правильно. Наш терминал номер 1, сейчас мы его найдем и будем разбираться, как нам улететь. Все, видите, с метро прямо подъехали к терминалу. Поэтому, можно сказать, очень удобно вылетать из Штутгарта. Вот. А то я всегда говорю букву Д в конце, а там Т. Смотрите, да, меня просили говорить Штутгарт, терминал 1+2. Сюда и заходим, да, это наш. Да. Короче, года, да? ну да, мы не летали уже очень давно. Последний раз мы были в Турции, в Бодруме. Вылетали из Борисполя в Турцию, а теперь вот из Штутгарта. Вот наш терминал. Мы установили себе такое приложение, которое называется Eurowings. То есть это наша авиакомпания, которая нас везет. И вот мы
посмотрели, тут написано терминал 1, но мы спросили у работника, он сказал, что нам нужно пройти наверх и терминал Драй, то есть третий терминал нам надо найти. И оттуда, короче, там наш гейт. В общем, там мы должны ждать. Мы уже перепугались, что нету нашего рейса. Да, там на табло не было нашего рейса. Обманули. В общем, вот смотрите, какое дерево железное тут. И не одно. Подпорки такие стоят интересные. Ладу я заставил тянуть чемодан. Благо он на колесиках. Мы сдали свой чемодан, обмотали его пленкой пищевой. Нам сказали, что лучше так сделать, чтобы ничего не подкинули, понимаете? Не столько для того, чтобы чемодан не вымазался, сколько для того, чтобы никто не мог ничего засунуть в него незаметно. У нас всего лишь 16 килограмм занял чемодан, а вообще до 23 килограмм разрешается вес. Да. Я боялся... Мы боялись лишнее положить и не взяли ничего лишнее. Да не, мы полный чемодан набили, он 16 килограмм весит. Ну, одни вещи. Но нам еще до вылета целых 2 часа, поэтому мы сидим здесь. Туда нельзя проводить, Я проносить. общаюсь со своим другом GPT-чатом И что он сказал? и спрашиваю, можно ли в самолет брать еду, пожалуйста. Можно в самолет без проблем вручную брать овощи, орехи, фрукты, бутерброды. То есть. Все, значит, еду мы не выкладываем, а воду нельзя, да? А воду нельзя. Все, друзья, мы уже в посадочной зоне. Прошли контроль, прошли досмотр. У нас проверили все наши вещи, общупали нас. Конечно, не очень приятно, да, когда тебя щупают. Но ничего. Зато документы у нас пока еще даже не проверяли вообще. Смотрите, здесь зона duty free, торговля идет вовсю. Здесь кафе, можно перекусить. И я вижу, что, например, капучино стоит здесь 4,45. Ну, это дороже на 1 евро с лишним, чем обычно в магазине или в каком-то кафе просто на улице в Штутгарте. Самое дешевое, что можно купить, это такую трубочку слоеную внутри с сыром и с какой-то зеленью. Она стоит 3,25. 3,25. Вот, 3,25 и плюс кофе, это обойдется минимум 6 евро с лишним. Гамбургер какой-то стоит 7 евро. А гамбургер 7 евро. Ну вот, смотрите, если вы не возьмете с собой еды в аэропорт, то вам придется потратить, думаю, десяточку для того, чтобы на одного человека 10 евро, чтобы перекусить. Друзья, маму мы оставили в своем городке, но мы оставили ее не одну. Наши друзья пообещали приходить к ней каждый день, спрашивать у нее, что ей нужно, покупать ей еду, следить за ее здоровьем. Хорошо, когда у тебя есть друзья, и они могут помочь. Спасибо вам большое. И действительно, они нам как родственники в жизни. Да, благодаря этому мы можем на целых 2 недели отлучиться из Гайслингена, вообще из Германии. И я должен вам сказать, что мы не в самоволку поехали, мы официально взяли отпуск в джоб-центре. Мы написали им письмо еще заблаговременно, и они нам прислали ответ, что да, вы можете поехать, счастливой вам дороги, но вы должны явиться к нам в назначенную дату и сообщить о том, что вы приехали назад. Вот и все. Это несложно, друзья. И Да, при этом они сказали, что деньги у нас сохраняются, пособие сохраняется, то есть все официально. Друзья, кто разбирается в ценах на спиртное, могу вам показать, какие здесь цены. Показал бы что-нибудь другое, но мы зашли, тут парфюмерия и водка, и спиртное. А, вот сумочки. Сумочки еще, да. Вот такая небольшая сумочка. Стоит почти 300 евро. 500 евро. А вот такая 500 евро. Мне такая нравится. Да? Такая нравится. Я такую Сколько? сумочку хочу. 275. 270 евро. Это, я вам скажу, мягко Найду говоря. работу в Германии и куплю такую сумку. Да. Тут, в принципе, даже если не купил чего-то себе на морской отдых, можно подкупить платье. 80 евро. Ух, 80 евро тоже не дешево. Но это как бы все равно не твой размерчик. Нет, я просто смотрю цены. Сколько? Вот 40 евро. Ну 40 40 евро рубашечка, да? Это футболочка. Дорого. Напоминаем, это аэропорт в Штутгарте.
Смотрите, я люблю кепки. Сейчас мы глянем, сколько стоит кепка. Вот такая. 50 евро кепка. 50 евро кепочка, друзья. Обычно в немецких магазинах кепочка стоит 15 евро. Может, она какая-то особенная? Ну да, конечно, она особенно аэропортовская. 35 евро. 35 Тапочки. евро тапочки такие, вьетнамки, которые трут между пальцев. Вот такие вот шлепки. 70 евро. Штаны 200 евро, да? Да. Вот. Слушай, это 199,95. в полосочку. Так, поскольку мы едем на море, то нам бы не помешали плавательные шорты, да? Босс. И сколько стоит? 64 евро, да? Вот ничего себе. Это дорогое плавание получится. И эти тоже не меньше. Вот тут есть такой специальный стенд для заряжания всяких гаджетов, телефонов, например. Видите, можно не в розетку, а прямо вот в USB воткнуть. И здесь еще, то есть 4 телефончика можно подзаряжать одновременно. Что-то никто не заряжает. Наверное, у всех заряженные. Прошли мы все контроли, идем на посадку. Но у нас на самом деле даже не посмотрели ни разу документы. Представьте, ни разу. Только вот QR-код, который вот здесь вот. Ну, это внутренний европейский рейс. Возможно, тут особо и не надо. А может, сейчас в самолете посмотрим. Все, мы уже в самолете. Оказывается, у нас места у обоих возле окна. Love like wildfire. I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost in the dust. Your boots by the door. You're not coming home. Love like wildfire. I was your entire world until I wasn't anymore. Oh, heartache, you left me behind. That's not a man, only a coward. Gone now, you're chasing the wind. No longer my man. You're just a Летим над Германией и видим, что здесь очень много маленьких поселков. В основном они в ущельях расположены, а вот эти лесные зоны — это холмы и горы. Пейзаж за бортом поменялся. Сейчас под нами какие-то горы. Я думаю, что это Пиренеи. Часа полета на самолете, и все, мы в Испании. Это город Малага. Пока мы вам можем показать только, как мы выходим из самолета, аэропорта немножко. Сейчас получим свой багаж, встретим своих родственников здесь и поедем искать свой отель, а точнее апартаменты. На удивление, мобильная связь в Испании сразу подключилась у нас здесь. Мы уже созвонились со своими родственниками, они уже поселились в квартиру, которую сняли мы вместе, получается. Они купили нам билеты, и они сняли квартиру. Да, кстати, наши родственники это все устроили,
Они вообще затеяли эту поездку, просто нас пригласили, купили все эти билеты для нас, сняли жилье. И вот мы прилетели, они прилетели на час раньше, они уже там в квартире. А мы ищем, где наш чемодан можно забрать. О, наконец-то, все, нашли мы свой чемодан. Вот он лежит. Вот наша бирочка. Короче, мы оббегали весь вокзал, базар. Все, давай. Теперь нам нужно найти правильный выход, сесть в правильный автобус. Короче, очень много правильных действий для того, чтобы попасть в нужную точку. Друзья, мы вышли из аэропорта, а здесь такая духотища. Просто жара. Вообще. Баня, в парилке, задыхаешься просто. В аэропорту там кондиционеры работают, и еще ничего. А здесь просто вау, куда мы попали. Вот тут-то мы с Ладой и поняли, что немецкий язык нам в Испании не поможет. Никто его здесь не знает. Здесь либо английский, либо испанский. Надо английский учить, все. А мы забыли совсем. Лада учила в школе английский язык. Я но... забыла с перепугу даже спасибо. Да, мы говорим Ну данки. я же знаю это слово и говорю данки. Привыкли уже к немецкому. Немецкий вытеснил все. О, вижу здесь даже пальмы. Мне кажется, это наш автобус подъезжает. Сейчас будем с Ладой заходить и рассчитываться. Благо в Испании тоже евро ходят. И можем наличными заплатить. Автобус А, да. Алло. Бери, билеты бери. Тут с этим. Сейчас будем смотреть по геолокации. Сколько стоит? 4 евро стоит проезд. Один билет. На двоих получилось 8 евро. Все, прощаемся с вокзалом и уезжаем в апартаменты. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. В автобусе так работает сильно кондиционер. Мы с жары зашли, пришлось кофточки одевать. Холодно, даже помятую кофточку достали. Прикинь, тут вообще заболеть можно мгновенно. Водитель автобуса остановился и показывает на карте пассажиру, как пройти куда-то туда-то. Стоит просто на остановке. Общается, да. Говорили, что испанцы очень неспешные. Ну что, мы приехали. Автобусная остановка оказалась вообще рядом с домом. Прямо вот мы вышли из автобуса, и вот это вот наш подъезд. Вот такой у нас дом. Остановка называется De La Palama. Очень интересная такая улица. Люди с собаками тут явно любят собак. Дом такой, вот как бы отличается все от Германии сильно, да? Совсем другая атмосфера вообще. Я, честно говоря, как-то некоторых людей даже опасаюсь. Он там на остановке стоит, парень такой в черной футболке. Как бы не подбежал и не выхватил камеру. Или мне так кажется. Ну, в общем, все может быть. Сейчас зайдем. Там наши родственники уже ждут. Ну да, дышать трудно здесь, потому что это жарко. Опа, открылась. Так, здесь темно.
Куда идти? Может и нету лифта. Это 4-этажный дом, по-моему. Вот такая у нас ситуация. С чемоданом по лестнице. Но это не самое страшное в нашей жизни, что нам приходилось переживать. Зато мы приехали, друзья. Мы заходим. Вау! Испанская квартира. Нас тут уже ждут. Закрываем. Смотрите, такая прихожая. О, Дианка! Ола! Как тут принято? Ола! Вау, смотри. Гостиная. Огромная гостиная. Не хотят сниматься. Ладно, не показываем их, не показываем. Это моя комнатка. Твоя комнатка? А ну покажи. Нет, Нету тут, это такая штука, вот эта штука. Вентилятор, да? Только мне не нравится эта штука. Тебе не нравится отдел? У тебя света И, нет кстати, тут? куча новой одежды купила. О, так супер. Чемодан. Вот твой чемодан с новой Но одеждой. чемодан в бардаке живет. Ясно. Как и Смотри, я. как движется окно, интересно, да? А, это сеточка. Вон там остановка, на которую мы приехали, да? Класс, ну пошли дальше посмотрим. Телевизор, маска. А обои почти как в Германии, в пупырышках, да? Не понимаю, что это. О, смотри, это такие бамбуковые шторы. И во двор можно выглянуть. Вот такой двор здесь. Там еще, когда вы еще в автобусе там ехали, там закат красивый был. Закат был отсюда, да? Слава богу, мы его сфоткали. Но моря не видно, ну ничего. Сколько комнат еще. Я только что попробовала. Еще одна комната. Ага. Маленькая такая комнатушка. Ну, кровать полутораспальная. Это наш. О, ничего себе, это наши кровати две. Серьезно? Диана, будешь с нами тут? Пусть с нами. Здесь. Будет твоя кровать, а мы с Ладой здесь, мы да? здесь. Или тебе там так еще? вы поместитесь с Ну, нами. если не поместимся, Ну, тогда да. тогда Виталик будет моей. Точно. Или я там, да? Не Виталика, выгоним. Так, что у нас здесь? Санузел. Вот это да, душевая кабина. Биде. Вот это класс. Это как в Турции. В Турции везде биде. Унитаз. Значит, умывальничек. Зеркало. Круто. Шторки. Бойлер. Называется Некар, как река в Германии. Вот. И сейчас кухню вам покажем. Осталось посмотреть только кухню. Вот эта дверь, вот это механизм. Да в ты бане что? Да, ты видела такие двери уже, да? Только Нет? в фильмах. В фильмах, да. Холодильник. Обожаю лимон. Йогурт Ну или нет, сироп? это не йогурт, это этот желе. А, Лимон. желеечко Обожаю. такое. Так бери. О, тут твоя мама Мне уже, мне сначала поесть надо. мама уже начала готовить омлет. Французский батон. Батон французский, да. Ты думал, что меч. Смотри, какой омлет вкусный. Сейчас будем есть. Масло, яйца, стол. Короче, тут можно готовить. Это классно. А еще Раковина. это этот тренажерный зал. Вот так можно. Класс. Ну или кайф-зона. О, и тут можно даже белье сушить на этих веревочках. Супер. А это чувствуется. Я первый раз в Испании. Стиралка на кухне. Стиралка. С верхней загрузкой. Слушайте, уже 9:30 вечера, но нам не терпится побывать на море в Испании, поэтому мы сейчас с Ладой и с нашими родственниками пройдем туда, на набережную, посмотрим хотя бы на волны. Здесь, в принципе, говорят, 15 минут всего идти до моря. Сейчас поставим точку на карте и пойдем. На море, на море, на море. С какой стороны море? Я еще на море не дошла, у меня уже Она еще только приехала, так же, как и мы, на час раньше. Вечерний город Малага. Идем к морю. Опа, зеленый свет. Смотрите, и написано сколько секунд, как в Киеве. В Германии я не встречал таких. И причем, посмотрите, бегущий человечек. Это мы где-то в центральной части города.
А может нет, я пока еще не понимаю. Как тебе в Испании, малышка? Нормально, но ничего не понимаю. Еще не понимаю, я тоже ничего не понимаю. Мы вместе ничего не понимаем. Ой, тут Надеюсь, дети. ты нас приведешь на море. Да, я знаю, куда идти. Оно уже недалеко. Надеюсь. Мы подходим уже к набережной. Посмотрите, осталось перейти дорогу. И там большой-большой парк на берегу моря. На берегу Средиземного моря, друзья. Вот что. Кстати, тут и Гибралтар недалеко даже. Музычка играет. Тут люди идут с бумбоксами. Вот видите, с музыкой своей пошел человек. Многие, смотрю, уходят на красный свет, не опасаются. А осталось всего дождаться 1 секунда. Вот, все, идем. Видите, написано плюс 26. Ничего себе, плюс 26. 21:48 сейчас. И температура была плюс 26. Но мне кажется, здесь все плюс 40. Потому что так сильно душно. Прям влажно, очень влажно. Мне сказали, что здесь в Малаге, конечно, порт рядом. Может быть, море не очень чистое. Но это мы посмотрим. О, сколько собак. По-моему, в Испании с животными гораздо проще, чем в Германии. Поэтому здесь сразу видно собак масса. Друзья, ну вот он, финальный исторический момент сегодняшнего дня. Еще сегодня в 5 часов вечера мы были в Штутгарте, в Германии. Сейчас 9:30, и мы уже в Малаге, у моря. Вот мы выходим уже к морю. Хоть и уже потемнело достаточно сильно, но считаем шаги. И мы не видели моря сколько лет. Сколько лет, Лада, мы не видели моря? Больше 3 лет, да? 3 года точно. А может даже и 4. А может и 4. Так быстро я уже не помню. Та-дам! Вот он пляж, вот оно море. Волны, соленая вода, море. Ура! Диана, беги, попробуй воду. Ну все, друзья, на сегодня я это видео заканчиваю. Лада уже пошла, он в воде купается. Дальше мы вам будем рассказывать, что почем здесь, сколько стоила квартира, сколько стоил перелет, где мы взяли деньги и всякие подробности про Испанию, все, что сможем узнать за это время, пока мы здесь будем. Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки и всем хорошего настроения, счастья, мира, здоровья. Всех зову на море. Пока!